Когда кто-то говорит вам, что политика не мешает спорту, вспомните 5 января 2022 года. А когда кто-то скажет вам, что западный мир демократичен, вспомните 16 января того же года. День, когда весь мир увидел, что западная демократия– это на самом деле коммунизм без пятиконечной звезды и нацизм без свастики. Депортация Новака Джоковича, который предшествовал бесчестный суд, осуществленный австралийскими властями, является доказательством серьезной политической шизофрении, в которую впал мир. Мир скатился к новой нормальности, когда некоторому спортсмену один министр может без проблем и последствий аннулировать визу, если этот спортсмен является конкурентом другого, чьим болельщиком является министр. Так, министр внутренних дел Австралии Карен Эндрюс отказала Новаку Джоковичу в визе, а через 2-3 часа без проблем заявила, что надеется на победу Надаля в открытом чемпионате Австралии. Никому и в голову не пришло искать личный мотив в таком решении и призвать женщину к ответственности. Но по старому доброму обычаю западных СМИ слили информацию о том, что документация Новака недействительна, что потом оказалось абсолютной ложью. А признал это и министр по делам иммиграции Алекс Хоуп, который имеет право по своему усмотрению принимать решения о депортации. В первый же день они знали, чем закончится эта ненормальная история, о чем свидетельствует тот факт, что Новака вынуждали подписать заявление об отказе от визы после приземления в аэропорту. Однако в Австралии продолжается предвыборная кампания, поэтому им пришлось искать жертву, чтобы оправдать бессмысленные меры и 2 года лишения свободы перед населением, из которого более 93% были привиты, но тем не менее регулярно подвергаются преследованиям полиции за неношение масок. Это лишь одна из причин политического преследования, пожалуй, самого здорового человека на планете. Нельзя исключать, что ассоциация теннисистов-профессионалов сыграет важную роль в травле, происходящей на глазах у всего мира. Давайте посмотрим, почему так. Как ответственный и честный человек, готовый возвысить голос против любой несправедливости, за что он многократно поплатился, Новак Джокович основал организацию, которая борется за права теннисистов низшего ранга, которые не могут жить за счет избранного ими вида спорта. Создание этой организации, автоматически означавшее открытое объявление войны Ассоциации теннисистов-профессионалов, всколыхнуло всю международную спортивную общественность. Палец в глаза мафии, обладающей монополией на все, что связано с теннисом, поставил человек, который является лучшим в истории этого спорта и который не боится высказывать мнение о действиях этих людей, когда это возможно, обнажая их закулисные игры и действия. Этого ему никогда не простили и никогда не простят, поэтому в этом смысле делаются открытые обструкции, начиная от расписания матчей во время турниров, заканчивая отношением к нему в СМИ. Учитывая, что это человек из маленькой славянской страны, отказавшийся от британского гражданства, что тоже так и не простили. Публичное положение Новака никогда не было хорошим, но значительно ухудшилось с тех пор, как он, как успешный, самостоятельный человек, восстал не только против мафии, узурпировавшей теннис, но и против всего истеблишмента. Новак отдал весь свой призовой фонд с прошлогоднего большого шлема в Австралии игрокам, за права которых он борется, чтобы они могли вернуться домой. И кроме того, из личных средств помогал теннисистам, которые играют на юниорских турнирах. Джокович также наказан за открытое подчеркивание патриотизма в зарубежных общественных кругах. И на этот раз за то, что защищал свою страну и право сербского народа на чистый воздух и окружающую среду.
Сербия – одна из тех стран, которыми десятилетиями руководит западное агентство. Такое правительство привело в страну 17 лет назад компанию Rio Tinto, которая занимается эксплуатацией лития и которая известна только разрушением окружающей среды. Поэтому сербский народ открыто восстал против них. И, как мы уже говорили, в поддержке Новака в этой борьбе не было недостатка. Учитывая, что Рио Тинто – компания с целой армией лоббистов по всему миру, в том числе людьми из верхушек отдельных стран, причина наказания и политического преследования Новака властями Австралии кроется в том, что премьер-министр Австралии Скотт Моррисон – один из лоббистов, работающих на упомянутую компанию, и не единственный. Есть и другие люди на вершине австралийского правительства, которые получают и зарплату. Именно они решили судьбу Новака и участие его в турнире, где у него была возможность войти в историю и выиграть турнир в 10-й раз. Судьи Федерального суда Австралии, открыто заявившие, что им не нужны никакие доказательства в их суде, и тем самым давшие понять, что решения принимаются произвольно, в качестве аргумента в защиту своего мнения использовали грязную кампанию, ведущуюся против Новака в СМИ, чья агрессивная пропаганда привела к разрухе целые штаты и нации, и чьи журналисты искренне помогали австралийским властям в эти дни. Следует отметить, что Австралия отвергла Джулиана Ассанжа, а также то, что общественность запросила у Скотта Моррисона имена 28 педофилов из верхушки правительства Австралии, которые он так и не представил. Хотя первоначально в СМИ прошла информация о том, что документы Джоковича недействительны, министр по делам иммиграции Хоук, а позже коллеги из 3 судей, которые только подтвердила его решение о депортации, заявили, что документы действительны, но Новак должен покинуть Австралию, потому что, как непривитая личность, он может влиять на настроение людей, которые могли бы бунтовать против обязательной вакцинации и других мер, принимаемых правительством в борьбе с пандемией коронавируса. И иностранные СМИ, и генеральный прокурор, и министр иммиграции, и премьер-министр Австралии сфабриковали историю о том, что Новак против вакцины, хотя он бесчисленное количество раз подчеркивал, что вакцинация должна быть делом личного выбора и что люди должны решать сами, делать прививки или нет. Другими словами, Новак Джокович всего лишь защищает основное право человека, а именно право на выбор. И именно поэтому, как и в коммунистическую эпоху, за личное мнение его судили судьи, ни один из которых не был вакцинирован. Тот факт, который классифицирует этот фарс как политическое фиаско, а также характеризует его как крупнейший скандал в истории спорта, заключается в том, что непривитые теннисисты, желавшие играть в Австралии, могли получить освобождение от прививки по медицинским показаниям, а их документы должны были пройти экспертизу. 2 независимые медицинские комиссии разрешили Новаку остаться в Австралии, а также предоставили ему освобождение. Так что медицина отпустила его в Австралию, а политика нет. Что же такое пандемия коронавируса? Если кто-то не знает, что такое пандемия короны, давайте посмотрим на церемонию открытия Олимпийских игр в Барселоне в 1992 году и в Лондоне в 2012. А потом оглянемся вокруг и подумаем, кто главные носители истории о пандемии, стратегии борьбы против пандемии и организаторы самой вакцинации. Это все люди, которые годами открыто говорят нам о том, как перенаселена планета, ратуя за депопуляцию. Все они – странные личности с очень странными наклонностями, во главе с владельцем Microsoft Биллом Гейтсом, о котором общеизвестно, что он не дает своим детям то, что продает другим,
не делает того, что заставляет делать других. Врач семьи Гейтса сообщил, что его дети не были вакцинированы. Эти странные люди, никто из которых не имеет связи с медициной, трижды безуспешно пытались до короны ввести пандемию, но их четвертая попытка оказалась успешной, потому что в качестве симптомов провозгласили температуру 37, головную боль и головокружение, которые у каждого человека появляются хотя бы раз в год. За этим последовала организованная кампания запугивания в СМИ, в ходе которой здоровых людей объявили бессимптомными случаями. Они ввели медицинскую диктатуру, пророчески провозглашенную Бенджамином Рашем еще в XVIII веке. Негодуя на истеблишмент, состоящий из педофилов, насильников и других больных и разного рода преступников, Джокович стал одним из немногих борцов за права и свободы человека, которые справедливыми действиями рисковали потерять все мечты о достижениях в том, чем они занимаются. Новак разоблачил пандемию коронавируса как политический фарс, и многим открыл глаза. Не странно, что государства одно за другим отменяют свои бессмысленные меры. Не странно, что Мировая организация здравоохранения вдруг выступила с заявлением о том, что отсутствие прививки не должно быть препятствием для путешествий. Не странно ли, что изоляцию сокращают до 5 дней? Австралийцы были правы, боясь Новака. И не только они, а весь истеблишмент. За 10 дней он сумел разрушить совместное преступное предприятие, которое планировалось не менее 30 лет и осуществлялось 2 года. Новак, как и многие другие спортсмены, мог бы купить справку о том, что он привит, и промолчать, но он этого не сделал. Не сделал этого из-за всех нас, кто может стать следующей жертвой преследования, но чей голос никто не слышит. Весь мир молчал, пока его судили без вины. Все говорят, что ему нужно было сделать прививку. Нужно ли было Мухаммеду Али просто идти на войну во Вьетнам? Должен ли был Нельсон Манделла просто игнорировать апартеид? Неужели миллионы зверски замученных людей должны были только присоединиться к творцам больных общественно-политических порядков, от которых ничем не отличается и сама корона? Конечно, нет. Они боятся Новака, потому что он мог стать иконой борьбы с их злом. Он уже стал таким, но мы еще не осознаем этого. Человек из маленькой, но гордой Сербии, из маленького, но гордого народа, выросший под бомбами, которого также наказывают за то, что он публично сказал, что он никогда не простит этих бомб, стал в одиночку, рискуя своей карьерой, против зла, которое нависло над нами. И у него была не поддержка, а осуждение со стороны коллег. А те, кто его не осуждал, просто молчали, опасаясь, что у них кто-то отберет визу. Все они просто теннисисты. А Новак Джокович, сделавший многочисленные гуманитарные пожертвования в ту же Австралию, является и теннисистом, и человеком. И не просто человеком, а символом борьбы за права человека и свободу выбора, мнения и решений. У него отняли возможность в 10-й раз завоевать титул на открытом чемпионате Австралии, но не отнимут у него место в учебниках истории, на страницах, где будет написано о борцах за права и свободы человека.